Здравствуйте, друзья! Здоровым быть легко поможет вам Андрей Дуйко. Сегодняшняя трансляция посвящена здоровью. Я сейчас посмотрю, есть ли у нас звук, и начну. Я постараюсь сегодня ответить на все ваши вопросы. Сейчас я смотрю, есть ли трансляция у нас. Так. О, есть трансляция, все, супер. Спасибо, Славончик, я сам выключу. Итак, вы мне задали вопрос. И задаете их сейчас, и я с удовольствием на них отвечу. Я никуда не тороплюсь сегодня, поэтому трансляция будет идти до того момента, пока я не поотвечаю на все вопросы. Также хочу извиниться за неудобное расположение на новом канале. Скорее всего, все трансляции по здоровью в дальнейшем я буду публиковать сюда, и вы можете ознакомиться со всеми трансляциями, посвященными здоровью, именно на этом канале. Мой канал Андрей Дуйко временно заблокирован. Я надеюсь, что до конца недели разблокируют. Сейчас этим занимаются юристы. Это связано с большим количеством почему-то вновь созданных жалоб. Ну ничего страшного, большое количество каналов у меня есть дополнительно, поэтому где нас закроют, мы откроем новое. Нас не закрыть. И дальше. Татьяна Григоренко. Здравствуйте, меня интересует лечение деструкции стекловидного тела глаза. Видела ваш ролик и хотелось бы, чтобы вы написали, что за препараты, а также где их приобрести и что они лечат. В моей компании есть препарат. Этот препарат называется Офтар капли. В чем его особенность и что находится в его составе? В его составе находится экстракт бурхавами. Это экстракт растения, который привозится из Индии и которым как раз лечат данную проблему. И считается, что в аюрведической литературе написано, что все заболевания, связанные с сетчаткой, лечатся данным растением. Также в данном препарате находится наноаквахилат серебра, и в случае, если у человека дополнительно развивается конъюнктивит или хронический конъюнктивит привел к деструкции, которая, как правило, очень быстро развивается, то это может помочь. А также соли Шуслера, которые являются клеточными солями, которые могут помочь восстановить такую тонкую структуру, как слизистая оболочка. И почему происходят такие проблемы, с чем это связано? Одна из проблем, связанных с сосудами, она заключается, тибетская медицина объясняет это совершенно с другой стороны. И тибетская медицина объясняет это с позиции определенных токов: желчи, пневмы, флегмы и ветра. И такое тепло, переизбыток тепла или недостаток тепла может вызывать какие-либо заболевания в организме. И когда есть проблемы, которые связаны со стекловидным телом, когда возникают проблемы, которые связаны с кровеносной системой, с сосудами мозга, коронарными, сосудами сердечными, сосудами где-либо находящимися, они говорят, что человеку, который имеет такую проблему, не хватает жидкости. То есть в человеке не хватает, или в организме не хватает слизи или слизей. Есть ли в этом разум? Я считаю, что есть. Наблюдения, которые у меня есть, они утверждают, что действительно где-то тибетцы со своим каноном медицинской науки были в чем-то правы. И сегодня я хотел бы вам рассказать, каким образом справляться с данными проблемами и как они возникают. Оказывается, у большого количества людей, о чем я раньше уже говорил и на прошлом своем вебинаре говорил, есть проблема. Данная проблема, она, как ни странно, связана с жидкостью. Данная проблема с жидкостью — это когда вы или ваш организм не употребляет и не усваивает жидкость. Какую жидкость? Это любую жидкость, воду и так далее. Определить, усваивается жидкость или не усваивается, практически невозможно. То есть ни измерения диуреза, ни измерения каких-либо почечных проб не может помочь человеку на 100% определить, достаточно ли в организме его жидкости или не хватает ее. Но есть ряд заболеваний, которые приводят к тому, что жидкости недостаточно. Как проявляется, когда вам не хватает воды?
То есть как проявляется тот вариант, когда человеку тотально не хватает жидкости и что с ним происходит. Первое – аллергия, второе – конъюнктивит, третье – астма, четвертое – сахарный диабет второго типа, пятое – ожирение, шестое – диарея, седьмое – холецистит, восьмое – гастрит, девятое – может быть сахарный диабет второго типа, я тоже об этом сказал. Это все говорит о том, что вам не хватает жидкости в организме. Какие симптомы появляются в тот момент, когда человеку не хватает жидкости? Первое. Очень хочется досаливать пищу. Прямо невероятно хочется принимать досоленную пищу. То есть первые признаки того, что вам не хватает жидкости в организме, а когда я говорю жидкость, я имею в виду обычную воду, говорит о том, что вам хочется больше подсаливать и добавлять больше соли в пищу. Еще раз хочу сказать, что если не хватает жидкости в организме, это не значит, что вы должны больше принимать жидкости. Вот такая дилемма. И для того, чтобы понимать, где же или каким образом усваивается жидкость в нашем теле, необходимо перейти к небольшому такому, наверное, обучению физиологии или физиологическим процессам, происходящим в нашем организме. А вы знаете, что наш организм, он употребляет жидкость или усваивает жидкость, и это происходит в двух отделах нашей толстой кишки. Это сигмовидный отдел и слепая кишка. Именно в этих отделах толстого кишечника и происходит, как правило, усвоение жидкости. И как только в этих отделах есть свой микробином, микрофлора, и в этих отделах, как правило, находится еще и кислотность определенная. Кислотность должна быть у человека снижена, она не должна быть повышена именно в этом отделе. А теперь, что мешает этим отделам, а я забыл еще артрит сказать, потому что при повышении кислотности как раз в этом отделе появляются глистные инвазии, потому что они любят высокую кислотность. Также появляются еще и заболевания, связанные с чрезмерным усвоением глюкозы. И когда мы хотим соленую пищу, то это, как правило, связано с тем, что это приводит к ощелачиванию как раз данного отдела данного отдела слепой кишки и сигмовидной кишки, толстого отдела в толстого кишечника. С чем это связано и почему это происходит? Обычно это происходит и зарождается от того, что у человека происходит нервное состояние. Во всем, как правило, виновата психическая наша деятельность, гуморальная деятельность, так как и гуморальная и психическая деятельность, они между собой связаны. И как же это происходит? Рассказываю. Когда человек начинает переживать, внезапно переживать, то это может повлиять на выделение соляной кислоты в ваш желудок. Как правило, верхний отдел вашего желудка, он связан с тем, чтобы там была повышенная кислотность. Но из-за того, что повышенная кислотность, она является частым проявляющимся компонентом в тот момент, когда человек начинает реагировать на стрессы, и у него выделяется соляная кислота, со временем количество выделяемой соляной кислоты уменьшается. И когда эта соляная кислота уменьшается, она еще может уменьшаться за счет того, что человек голодает, очень любит сладкую пищу, специально делает очень длительные перерывы между приемом пищи, пьет очень большое количество жидкости, как ни странно, просто так, натощак, особенно в первой половине дня. Это все приводит к тому, что снижается кислотность верхнего отдела вашего желудка. Когда в верхнем отделе снижается кислотность желудка, то пища недостаточно ферментируется и попадает в нижний отдел вашего желудка, где должен происходить ферментация пепсином и трипсином. Пепсин является веществом, которое сбраживает молочные продукты, в тот момент как трипсин является веществом, которое расщепляет белки. И первый и второй фермент являются белками, синтезирующимися нашей поджелудочной железой. И в момент, когда они должны
попасть в ваш нижний отдел вашего желудка, то верхняя соляная кислота, она должна быть уже нейтрализована. Но она проникает в нижний отдел, и происходит процесс снижения действия на пепсин и трипсин. В итоге это приводит к тому, что у человека появляется уменьшение употребления и усвоения белков, которые в дальнейшем могут проявиться в том, что у человека появляется ригидность мышечной мускулатуры. И мы очень часто видим появление целлюлита. Второе. Очень часто на этом фоне у человека может появляться диарея, так как неусвоение и нерасщепление молочных продуктов, неусвоение и нерасщепление белков приводит к тому, что пища не сваривается и начинает бродить, так как высококислотная пища очень часто приводит к бродению, к брожению, доказательствам. Дрожжи, они формируются и активно живут под воздействием кислот. Далее, любые бак-посевы, когда нам необходимо бактерию очень быстро вырасти, или проявить, или сформировать, или создать колонию, мы обязательно добавляем кислую среду. Это обязательное условие. В случае, если кислой среды много, то злокачественная микрофлора начинает свою активность, какая-то злокачественная, нарушая наш, в общем-то, основной пробиом нашего микрофлоры, нашего желудочно-кишечного тракта. И появляются дополнительно бактерии, и появляются изменения микрофлоры, появляются бактерии протея, появляется стафилококк, появляется стриптококк, энтеровирусные заболевания могут появиться, если есть инфекция, могут появиться энтероколи и так далее, что в дальнейшем приводит к тому, что у человека хронически появляется несварение. И это несварение в дальнейшем приводит и к ожирению, и к повышению гликированного гемоглобина, и к формированию заболевания сахарный диабет второго типа, и к гастроэзофагиальной рефлюксной болезни, и к холециститу, и к дискинезии желчных протоков, и к заболеванию жировая дисплазия печени, и к панкреатиту и так далее. И я считаю, что в большинстве своем очень мощно это влияет еще и на сосудистую картину, так как недостаточность жидкости, согласно тибетской медицине, влияет на общую сосудистую картину, уменьшая эластичность сосудов и так далее. Объяснение этому тоже есть. И, конечно же, можно сказать, что центральная нервная система активирует процесс эндокринной системы, или гуморальной по-другому. И, конечно же, воздействовать, если мы, допустим, мгновенно успокоимся, чего никогда не произойдет, так как центральная нервная система — это набор рефлексов, которые формируются на протяжении абсолютно всей жизни человека. И очень часто те рефлексы, которые, или ростки тех рефлексов, которые были были сформированы в чрезвычайно раннем возрасте, в возрасте там 7-8, а вам уже 40, 50, 60, то повлиять каким-то образом на эти рефлексы невозможно. То есть, если вы реагируете, или ваша эндокринная система реагирует на то, чтобы выделять большое количество соляной кислоты, то вы ничего не сможете сделать. Вы никак не можете на это повлиять при помощи медитации или при помощи спокойствия. При помощи чего-либо это сделать невозможно. И что может прийти на помощь? Мы должны знать, что в случае, если есть какие-либо проблемы, которые связаны с сосудами, с ожирением, сахарным диабетом, панкреатитом, печенью, селезенкой, кровеобразующим органом, и даже почками в виде мочекаменного заболевания, заболеваниями сосудов, такими как окклюзия, стеноз, заболеваниями позвоночника. Это все является проблемой, которая связана с кишечником. Вы знаете, что если правильно лечить кишечник, то, скорее всего, такие заболевания, как заболевания центральной нервной системы, допустим, эпилепсия и эписиндром, можно тоже преодолеть. Какую самую основную аминокислоту мы не усваиваем, если у нас нет пепсина?
Самая основная аминокислота, которую мы не усваиваем и не вырабатываем, является кислотой аргинин. Именно аргинин является той аминокислотой, которая является вазодилататором и занимается вазодилатацией, то есть расширением сосудов. Именно поэтому в случае, если есть повышенная кислотность нижнего отдела желудка, то в дальнейшем процесс вазодилатации уменьшается и происходит занос сосудов, повреждение интимы сосуда и в дальнейшем образование бляшки. И в дальнейшем появление такого закальцинированного кольца, либо появление фиброза и в дальнейшем некроза этой ткани, либо формирование в дальнейшем еще и холестериновых бляшек, как это модно сейчас называть. Кстати, холестериновые бляшки являются тоже разновидностью недостаточности употребления, как ни странно, жидкости. На самом деле это неправильное понятие недостаточность употребления жидкости. Правильное понятие недостаточность усвоения употребляемой жидкости, так как многим людям достаточно той жидкости, которую вы употребляете на протяжении дня, так как жидкость может усваиваться из продуктов питания, которыми являются овощи, супы, соки, чай и так далее. Жидкость, несмотря ни на что, она все равно будет повышать ваш креатинин и будет влиять на то, усваивается эта жидкость или не усваивается, и впитываться теми отделами толстой кишки, о которой я говорил в начале. Именно поэтому я все время призываю вас начинать правильно лечение следующим образом. Чем бы вы ни болели, начинайте правильно лечиться. С чего необходимо начинать? Запомните, начинать необходимо с энтеросорбентов. Энтеросорбенты. Какие энтеросорбенты представлены мной в моей компании? Начну с хитов или самых лучших. Самым лучшим и самым максимальным и самым мощным энтеросорбентом в моей компании является мощнейший мой препарат, который называется Силокс. Силокс. Данный препарат является мощнейшим энтеросорбентом, является препаратом, который способен устранять и восстанавливать микрофлору желудка, микрофлору двенадцатиперстной кишки и микрофлору нашего толстого кишечника, толстой кишки и отделов толстого кишечника. Именно поэтому я все время говорю, начинайте с сорбентов. Как их принимать? Смотрите. Первое. Возьмите сорбент Силокс, принимайте его по 1-2 таблетки 2-3 или более раз. Это совершенно безопасно. Запивайте его большим количеством воды. Сколько? На 1 таблетку полстакана воды. Второе. Обязательно принимайте второй сорбент, который называется каолин. Каким образом его принимать? Скоро он, кстати, выйдет в жидком виде. Принимайте его сейчас, пока он в порошкеобразном. 1 чайная ложка на 1 стакан воды. Зачем? Каолин влияет на слизистую оболочку вашего желудка, сорбирует металлы, токсические вещества, нитраты, сорбаты. Также приводит к тому, что часть слизистой оболочки полностью восстанавливается. Для чего это нам необходимо? Слизистая оболочка нашего желудка и часть слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки участвуют в устранении и выведении оксалатов. 60% оксалатов в нашем организме выводится через почки, и 40% выводится через как раз эти отделы. Выводятся при помощи, отделов нашего желудка и нашей двенадцатиперстной кишки. И, конечно же, в случае, если происходит сбой, повышенная кислотность желудка, происходит сбой и слизистая не может справиться с этим, то происходит формирование дополнительных оксалатов, которые не выводятся через желудочно-кишечный тракт и вторично проникают через отделы толстой кишки
нам в кровь, что усиливает деятельность и воздействие на наши почки, что категорически влияет в дальнейшем на то, что у вас появляется мочекаменная болезнь. Именно поэтому в случае, если у вас появляется мочекаменная болезнь, это говорит о том, что нижний отдел вашего желудка имеет повышенную кислотность и там не хватает пепсина. Кто виноват? Виновата микрофлора вашего желудка, микрофлора желудочно-кишечного тракта, которая также виновата отсутствие пепсина и отсутствие правильного лечения. Итак, первый сорбент силокс, второй сорбент каолин, 1 чайная ложка на 2 стакана воды, выпивать по 1 стакану 2 раза в день. Третье, восстановление рефлекторных гуморальных функций поджелудочной железы, влияние на сократительную рефлексию сфинктера Оди, влияние на илиоцикальный клапан, влияние на диафрагмальный отдел желудка. Такое уникальное влияние может иметь мой препарат, который называется экстракт железняка. Также экстракт железняка является мощнейшим ферментом, который может способствовать к быстрому усвоению и пищеварению и улучшению качества усвоения жидкости. Четвертое, препарат, который называется пепсин, один из самых главных препаратов, который просто необходим нашему желудку. Снижается пепсин, повышается трипсин. Если трипсин повышается, то появляется язва в нижнем отделе желудка. В случае, если почему? Пепсин контролирует формирование трипсина. Именно поэтому пепсина должно быть всегда больше, чем самого трипсина. Именно поэтому я очень рекомендую использовать препарат пепсин компании «Тибетская формула» при лечении желудочно-кишечного тракта, а конкретно желудка. Следующее, мурамидаза или по-другому лизоцим. Его можно принимать в нашем препарате лизоцим экстра, принимать по 1 или 2 таблетки 2-3 раза в день. И это не все. В это время очень хорошо принимать обычную воду. На 1 литр или более литров воды принимать четверть чайной ложки соли и 1 чайная ложка соды поваренной. А это еще зачем? Мы таким образом приводим к тому, что у нас в отделе толстой кишки появляется щелочная реакция, что приведет к снижению агрессивного влияния аллергенов, к очищению крови, к уменьшению, к улучшению водного обмена и к устранению формирования мочекаменной болезни. Вот с этого цикла, как ни странно, и нужно начинать лечение. И дальше самое смешное, сосудов. Человек говорит, я хочу сосуды полечить, какой мне препарат? Ну нет, никакой. Не может быть препарата, который вылечит вам сосуд. Слизистую оболочку глаза хочу полечить. Какой мне препарат? Нет препарата, который может полечить слизистую оболочку глаза. Вернее, препараты могут любые полечить, но так, местно, локально. А так, чтобы полечить все заболевание или весь организм, нужно знать, где же находится первопричина. И как ни странно, она находится в желудочно-кишечном тракте. Эта первопричина, это наш желудочно-кишечный тракт. Хотим мы этого или нет, нам придется с этим смириться. И далее. Человек говорит, Андрей Андреевич, ну с этим все понятно. А если у меня, я забыл, в случае, если вы принимаете 1 неделю эти препараты и хотите лечить сосуды, то вам необходимо добавить к этим препаратам аргинин, мой препарат в виде порошка. Аргинин по 1 чайной ложке на 1 стакан воды 1 раз в день. Аргинин аминокислота, которая может помочь справиться с проблемами разрушения интима сосудов, разрушения, отсутствия тонуса мышц вен или венозного оттока. Также великолепно справляется с появляющимися бляшками в коронарных сосудах.
Даже замечено лечение, сейчас уже есть такие исследования, которые прям на 100% доказывают, что применение высоких дозировок аргинина или L-аргинина помогает справиться и улучшить терапию лечения заболевания Альцгеймера и Паркинсона. Наряду с препаратами Бикса или Мамантина очень рекомендует использовать еще большие концентрации использования L-аргинина. Я об этом ранее уже рассказывал. Вот смотрите, это тоже бесполезно, если дополнительно не активировать правильную функциональную деятельность вашего ЖКТ. И дальше, а если у меня запор, то что делать? Почему происходит запор? Запор происходит, потому что кислотность слепой кишки увеличивается еще больше. Она увеличивается настолько, что происходит спазм самой кишки. Это приводит к появлению фекальных камней и в дальнейшем появлению запора. Что необходимо делать? Это, как правило, связано с низкой кислотностью первого отдела желудка. И это, как правило, связано с тем, что уже понижен верхний отдел желудка. Что необходимо знать и что необходимо делать? Первое. Необходимо горькие растения, горькие продукты питания и несколько моих препаратов. На первое место необходимо поставить препарат, который называется Лунглин. По одной таблетке 2 раза в день. Второе. Обязательно принимайте либо воду минеральную, которая называется Хунядиянош. Либо второй вариант, это вода, которую производит Австрия или Венгрия, уже не помню. Либо обычная наша соль магнезии. Как принимать соль магнезии? Вы должны знать, соли магнезии совершенно, абсолютно безопасны. За минусом того, что большое формирование, подобрать правильную дозировку невозможно, это может вызвать в дальнейшем очень активную диарею и потерю жидкости. Именно поэтому я часто говорю, если у вас запоры есть, то соли магнезии вам подойдут. Если у вас запоров нет, то соли магнезии вам не нужны точно. Если человек говорит, я хочу похудеть, буду принимать соли магнезии. Нет, вы поправитесь, потому что диарея спровоцирует появление в высоком количестве глюкозы, потому что ваш организм должен жить, а глюкоза, и за счет этого вы поправитесь. Именно поэтому жидкость, она как раз и приводит к тому, что либо вам необходима эта глюкоза, либо она вам не нужна. Поэтому шоколадки есть можно, только вода должна усваиваться у вас. Ну и как бы вернемся к теме. И здесь тема такая. Магнезия. Каким образом принимать? Одна пачечка, по-моему, в одной пачке находится 20 грамм магнезии. Принимается на 1 стакан, можно больше, 2 стакана обычной водопроводной очищенной воды. Можно теплой, можно холодной, не имеет значения. Применение магнезии, как ни странно, не влияет на слепую кишку, но ощелачивает раз, убирает спазмы. И третье, самое приятное, выводит активно желчь или вбрасывает желчь в 12-перстную кишку, что эта желчь в дальнейшем проникает в отдел тонкой кишки, после чего проникает в толстый кишечник и после этого защелачивает эти отделы, где и есть или проявляется необходимость, максимальная необходимость в щелочной реакции. Поэтому в случае, если у вас эзофагиальный рефлюкс и запоры, принимайте магнезию. Также мои препараты. Первый препарат Прокшалан. И второй препарат называется Франгул и магнезию. А также можно добавить еще и препарат Силакс, который является сорбентом, и лизоцим, и пепсин в том числе. Таким образом, 2 разных способа может помочь и в первом, и во втором случае наладить и восстановить состояние желудочно-кишечного тракта. Ну вот такая вот идея. Или вот так это все сложно, знаете. И когда человек говорит, Андрей Андреевич, у меня есть проблемы сердца, или у меня есть проблемы мочекаменные, я говорю, вам придется принимать ЖКТ-сорбенты и так далее. Человек говорит, зачем мне ЖКТ-сорбенты, у меня все хорошо. Нет, я часто замечаю, если у человека есть проблемы, там, стеноз сосудов, окклюзия, я обычно спрашиваю, у вас есть диарея? И как один все говорят, да, 2, 3, 4, 5 раз в неделю есть жуткая диарея. Конечно, я это знал.
Я это знал, и это несомненно должно было быть. Кальюга. Здравствуйте, Андрей. Замечательные участники вебинара. Всем радости, музыки. Спасибо. Надеюсь, основной канал разблокируют. Несомненно. Людмила Горбаченка. Доброго дня. У чоловіка запалення сідального нерву. Порекомендуйте, чим полікуватися. Також порекомендуйте мені препарати F для лікування щитоподобної залози. Дуже збільшена, але не токсична. Дуже дякую за ваше питання. Я зараз відповім. Итак, смотрите, наша мышечная система, которая находится у нас на спине, наш мышечный аппарат, который удерживает наш позвоночник, вот так правильно нужно сказать, он очень реагирует на наши нервные состояния. Таким образом, в случае, если человек переживает, смотрите, бессонница, шейный отдел, переживания по поводу ненависть к близкому человеку, грудной отдел. Далее, невозможность забрать деньги, невозможность заработать, поясничный отдел. Ощущение, будто мир рушится и ничего не получается и надежд никаких, копчиковый отдел. Подавление эмоций, копчиковый отдел. Невозможность зарабатывать, поясничный отдел. Ненависть к окружающему миру, грудной отдел. И кто-то сидит на шее, шейный отдел. Эти все отделы, они контролируются или проявляется это в виде микропаттернов. Впервые о паттернах написал психолог Александр, который создал некую такую психологию, которая называется физиологически ориентированная психология, которая говорит о том, что каждое эмоциональное состояние человека, негативное состояние человека отражается на спазмировании тех или иных мышечных волокон, которые находятся в нашем организме. И утверждает, что эти мышечные волокна в дальнейшем могут формировать основные заболевания позвоночника. Телесно-ориентированная психология. В преддверии возникновения телесно-ориентированной психологии были известны еще исследования некоторых работ советского психолога Лурии, который тоже говорил о тенденции возникновения заболеваний шейного отдела от того, что у человека испытывает состояние стресса, а также Пильзнера, который получил, насколько я помню, даже, по-моему, какую-то то ли, чуть ли не Нобелевскую премию. И это было в преддверии как раз изучения психологии, телесно-ориентированной психологии Александра. Ну и уже сама психология Александра, телесно-ориентированная психология, она объясняет сам принцип. В тот момент, когда человек растет, каждое его психоэмоциональное негативное состояние, оно сжимает микромышцу, которая находится которая находится сзади его тела. Если очень сильно человек болеет, то у человека происходит накопление таких, он называл это паттернов, то есть или блоков, можно по-другому сказать, как говорил Лурия. И они накапливаются у него вдоль мышечных волокон. Если человек массажирует другого человека, он очень часто может эти волокна ощутить. Но дело в том, что массаж не всегда полезным может быть. Это связано с тем, что пальцами мы не можем снять нейроблок. Мы этот нейроблок можем, как сказал в свое время Александр, только растянуть или сделать так, чтобы он был не таким концентрированным. Он говорил о том, что концентрированный болеющий, растянутый в плоскости восстанавливающийся. Он говорил, что любые проблемы начинаются в тот момент, когда они сжимаются в одну точку, то есть мучают человека больше всего. И любые проблемы исчезают, когда можно растянуть эти проблемы. Это в свое время поддержал наш знаменитый, можно назвать его невропатолог, невролог, правильно говорить. И это был, конечно, наш дорогой украинец Липко. И он придумал стельки Липко, а также придумал специальные коврики Ляпко. Это коврик, на котором приклеены или пришиты круглые пластмассовые формочки с иголочками. Они не должны быть мега острые. Но что необходимо делать, друзья мои? Это потрясающе. В случае, если болит копчик, нужно ложиться копчиком на этот
коврик на 10-15 минут перед сном. Болит грудь, на грудной отдел ложиться. Если у вас бессонница и вы начнете ложиться так, чтобы под вами лежал коврик легко, то вы через 10-15 минут после того, когда ощутите боль и поплачете, обычно первый раз именно это и хочется сделать, так как грудной отдел отвечает за запертые слезы, то после этого как раз и появляется сон, то есть прямо лежа на вот этих иголках вам захочется спать, и вы 100% начнете спать и восстановите сон. Кстати, очень рекомендую. И это еще не все. А вы знаете, что копчиковый отдел напрямую связан еще и, как пишет китайская акупунктурная система, копчиковый отдел напрямую связан еще и с отделом нашей поджелудочной железы и печени. И очень часто именно поджелудочная железа кричит, и печень кричат вашему копчику. Если у человека болит копчик, что нужно сделать? Жирное перестать есть. Второе, сладкое перестать есть. И третье, тотально, ни в каком виде, никакого алкоголя. И что необходимо делать? Принимать по чуть-чуть снижающие глюкозу препараты. Самые простые препараты, снижающие глюкозу, это метформин. Можно метформин 500, полтаблетки один раз после каждого приема пищи, ну не больше 2 раз в день. Это минимальная доза, она улучшит состояние. Из моих препаратов рекомендую глюконорм, гликоцитрохромин, пикалинат хрома. Вот такие препараты. Также для лечения позвоночника при листозе, при остеохондрозе, при грыже шморля я рекомендую использовать еще отдельно мазь. Эта мазь называется у меня вертебрализ. И препарат, который тоже называется вертебрализ. Препарат принимать по 2 таблетки 3 раза в день. Мазью смазывать 2-3 раза в день. Это действительно может помочь и действительно очень хорошо помогает. Какие примочки можно ставить, если болит копчиковый отдел? Очень помогают примочки, сделанные и дальше из нашатырного, очень плохо пахнущего спирта, из нашатырного. Греть и охлаждать нельзя. Копчиковый отдел это не любит или этого не любит. Поэтому необходимы такие препараты. И еще. Долгое сидение, нежелание, дальше мокрое, обязательно не сидеть на коже, это очень важно, нельзя сидеть на кожаном стуле, особенно если жарко, приводит к застою в копчиковом отделе. Копчиковый отдел очень любит ходьбу, также копчиковый отдел можно разработать, если человек становится перед стеной на носочки и как бы естественным под действием своего веса падает на пятки. И делать вот таких подходов 10, 15, 20 или 30 раз, 1-2 раза в день. Также копчиковый отдел очень хорошо к копчиковому отделу прикладывать салфетку с кислым молоком, дальше с любыми кисломолочными продуктами, с творогом даже можно, любым кислым. Но лучше всего помогает все-таки обычный нашатырный спирт. Это совершенно безопасно, пожалуйста, пользуйтесь. И что я могу порекомендовать при заболеваниях щитовидной железы? Узел щитовидной железы, как правило, связан с тем, что в узле самом появляется переизбыток аминокислоты. Эта аминокислоты называется тирозинкиназа. И эта кислота, аминокислота, которая как раз участвует в формировании тиреотропного гормона Т4, Т3, также может являться фактически помощницей для того, чтобы формировался АТТПО или аутоиммунный тиреотропный аминопероксидазы тиреотропный гормон. И это все может в комплексе замедлять процессы формирования и расщепления аминокислоты, тироксин. И что необходимо делать? Необходимо знать, что мешает этому отделу выводить переизбыток тиреотропного гормона или переизбыток аминокислоты, который мы как раз в гормонах не видим, тирозина, тироксина. И чем ее можно вывести? Самый простой способ — это прикладывание солевых салфеток
щитовидной железы. Раз. Второе. Принимать мой препарат, который называется тератозин. И третье. Можно попринимать еще, знаете, какой препарат? Лопчатка и железняк. И железняк, и лопчатка зарекомендовали себя при уменьшении узлов щитовидной железы. Железняк и лопчатка по одной таблетке 2 или даже 3 раза в день. Препарат тератозин по 2 таблетки 2-3 раза в день. И еще. Не выходите на солнце. Уменьшите количество употребления молочной продукции. Постарайтесь максимально уменьшить употребление алкоголя. Увеличьте длину сна. Проверьте холестерин. Вот эти все рекомендации могут существенно помочь вам. Кали-юга. Наталья Калюжная. Умер 6-й близкий. Да. После ковида. Сильный стресс. Бедненький. Стал падать слух. Может, это связано с тем, что я периодически делаю инъекции тимолина, как эзотерически лечить? Нет, я, к сожалению, не имею права в этом вебинаре вам говорить о эзотерическом лечении. Нет, не смогу вам помочь. По поводу тимолина хочу сказать, что тимолин является иммуностимулятором и должен влиять на какие там гуморальные клеточные иммунные реакции в организме. Но есть целый ряд вот таких, целый ряд очень интересных высказываний. У нас, в частности, доктор Комаровский указывает, что иммунитет — сложная система стимуляции из частей, которой чревата серьезными осложнениями. Согласен. Комаровский говорит, что лекарственные средства для укрепления иммунитета медицинской науки неизвестны. Эффективность имеющихся в продаже иммуностимуляторов ничем не подтверждена. Согласен тоже. Также кандидат медицинских наук Медицинской американской ассоциации и главный врач клинической больницы номер 71 Мясников указывает, что на самом деле, что у нас так агрессивно рекламируется как лекарство для повышения иммунитета, это маркетинговый ход. Тоже согласен. Александр Хаджидис говорит, практически нет лекарств иммуностимуляторов, которые бы отвечали своему назначению. В их аннотации много чудесных вещей. Там описаны механизмы действия, как лекарства, вводящиеся и далее. И так далее. И дальше. Иммуностимуляторы по основным функциональным признакам подразделяются на препараты, стимулирующиеся преимущественно ХПО. Это продигиозан, метилурацил, пентоксил, нуклеонат натрия, ну и клеточный иммунитет. Это тимолин, о котором вы говорите, тактивин, тимоптин, тимоген, молпромастин и так далее, и так далее. Зачем я это все зачитал? Я сейчас вам расскажу. Да, я согласен с этими много мной уважаемыми докторами. Но данные доктора, они среагировали на рекламу. Эта реклама, она безграмотная. То есть в этой рекламе говорится о том, что это стимулирует клеточный иммунитет. А это не так. Почему? Потому что данные препараты являются не иммуностимуляторами. Они являются биоокислителями в клетке. То есть процесс биоокисления в клетке, он доказан. В цикле Кребса происходит процесс биоокисления. Именно поэтому данные препараты могут ускорить процесс биоокисления и ускорить процесс жизни и развития и метаболизма клетки. Какой? Любой клетки, которая находится в организме. Поэтому неправильно говорить о процессе иммунной стимуляции. Правильно говорить о активации биоокислительного воздействия на клетку. Именно поэтому такие клетки начинают более активно работать, в том числе и клетки иммунные. А иммунитет, он очень сложный. Поэтому, когда говорят иммунные стимуляторы, то врач обычно не очень хорошо может понять, что это такое. То есть это воздействие на интерлейкины, интерфероны, Т-фаги, или это воздействие на цитокины. То есть что должно происходить?
Если эта реакция комплексная, то она тоже недостаточно изучена, так как сама реакция иммунитета, она чрезвычайно сложна и является собой огромную такую систему объединенных между собой клеток, включая фагоцитоз, включая воздействие интерлейкинов, переоксидацию, окисление, биокисление, там апоптоз и там целую кучу всего. Именно поэтому я могу сказать, что вот так бы я не заявлял. Поэтому, когда человек говорит об иммунной стимуляции, то он чуть-чуть ошибается. Скорее всего, это может поддержать иммунитет непонятными механизмами, но прежде всего способно повоздействовать на большое количество клеток путем их ускоренного действия. Почему некоторые препараты я воспринимаю с улыбкой? Дело в том, что некоторые препараты, которые связаны с усилением биоокислительной способности в организме, они одновременно и хороши, и плохи. Потому что они могут активировать иммунитет, но также, также активировать развитие предумышленно сформированной вашим организмом до этого и находящейся в латентном состоянии и в таком угнетенном состоянии онкологического новообразования. И очень часто применение таких препаратов, особенно в очень большом количестве, что не рекомендую делать, может привести в дальнейшем появлению злокачественных новообразований. Именно поэтому я очень часто говорю, есть ряд таких и витаминных препаратов, и ряд таких препаратов, допустим, как тимолин, которые могут быть активаторами как раз формирования и появления. А вот по поводу аскорбиновой, какие еще? Ну вот B12 в большом количестве может быть активатором появления злокачественных новообразований в организме. Есть ли этому подтверждение? Да, есть ряд работ, которые могут это подтвердить. К сожалению. Не делайте инъекции тимолина. Не нужно к этому относиться прямо очень серьезно. Какие самые простые препараты, которые могут поддержать ваш иммунитет? Ну, на первое место необходимо поставить прежде всего аскорбиновую кислоту. Не забывайте о ней. На второе место аскорбиновая кислота влияет на наши надпочечники. Влияя на наши надпочечники и половые органы, формирует к появлению аминокислот гиалуроновой кислоты. И гиалуроновая кислота является белками или аминокислотами, которая в дальнейшем может формировать слизистую оболочку, а также хрящевую ткань, а также жидкость вашего сустава и жидкость, омывающую ваш мозг, находящаяся в спинном мозге. И это очень важно, потому что аскорбиновая кислота, она или из нее вырабатывается, прежде всего, она способствует формированию этого механизма появления гиалуроновой кислоты из половых органов, из надпочечников. Поэтому аскорбиновая кислота на первое место. На второе место, конечно же, это никотиновая кислота. У многих людей есть недостаточность никотиновой кислоты, а никотиновая кислота восстанавливает слизистую оболочку, а также участвует в формировании миелинового покрытия мозга или нервных тканей в нашем организме, является чрезвычайно важной. Но не нужно ее применять в мега больших дозировках. То есть та дозировка именно 0,25 мг достаточно для того, чтобы восполнить на протяжении 1 месяца, достаточно для того, чтобы восполнить недостающую часть. Где находится или что необходимо делать, кстати, у кого есть проблемный позвоночник, ложитесь на коврик Лепко или на аппликатор Лепко, а также принимайте и аскорбиновую кислоту 1000 мг 1 раз в день, и никотиновую кислоту 0,25 мг 1 раз в день. Принимайте это на протяжении 1 месяца. На протяжении 1 месяца данная проблема должна заглохнуть, то есть ее просто не будет. Может ли падать слух на фоне приема таких препаратов? Нет. А вот на фоне вирусного заболевания может. Как известно, вирусные заболевания
особенно аденовирус, особенно COVID-19, особенно, ну, это паравирус. Чем он отличается? Паравирусы отличаются тем, что у них есть дуплицированное ядро. То есть ядро данного вируса и неимение оболочки. То есть если в обычном вирусе есть ядро, и для того, чтобы вирус реплицировался, необходимо, чтобы он делился и распространялся, то в данном вирусе, аденовирусе, репликация происходит за счет деления внутреннего ядра и появления новых клеток прямо на поверхности, без оболочном. И из-за этого формирование новых дупликатов или репликация самого вируса происходит стихийно и очень быстро. Наш организм при этом реагирует определенным образом на такой вирус. Каким образом? Он реагирует на этот вирус путем формирования и путем воздействия клетками, которые называются цитокины. И пытается этими цитокинами бороться с данным вирусом, но данный вирус поражает слизистую оболочку. При этом слизистая оболочка нашего организма вся в большинстве своем становится нашим организмом, воспринимается как данный вирус. И именно поэтому очень мощно происходит воспаление всех слизистых оболочек, находящихся в нашем организме. Почему? Потому что это наш организм думает, что это и вырабатывает цитокины, потому что думает, что это происходит за счет того, что у нас появляются ретикулоциты, а наш организм думает, что это вирус. И за счет этого происходит вот такое влияние и повышение цитокинов. И это очень опасно. Что необходимо делать? Прежде всего, первое, снизить количество цитокинов во время такого вируса может помочь обычный алкоголь, потому что имеет яркое антисептическое действие и снижает как раз формирование вот таких цитокинов в крови. Каким образом? Не пить же его? Конечно, не пить, необходимо им дышать. То есть взять 1 столовую ложку там, алкоголя, допустим, водки, на 1 стакан воды и делать ингаляции с такой водой. Не нагревая, можно в ингаляторный стакан такой вот ингаляции. И делать такую ингаляцию 1, 2, 5 минут. Второе. Дело в том, что есть определенные биологически активные добавки с доказанным действием, которые способны воздействовать на поражение и уничтожение и апоптоз уже инфицированных или маркированных клеток нашего организма, на которые должны воздействовать наши цитокины. Это ботулиновая кислота. Великолепное средство при перенесенном вирусе. Также ботулин и ботулиновая кислота мощнейшие препараты, которые способны помочь при вот таком паравирусе. И я очень-очень рекомендую использовать данные препараты в случае, если вы болеете. И, конечно же, великолепное средство, которое называется у меня лизоцим экстра. Он есть еще в жидком виде, называется лизоцим. Смотрите, нос не дышит, ухо не слышит. Всюду можно лизоцим. Это самый безопасный препарат, потому что это мурамидаза. В нашем организме находится до 10% мурамидазы. В наших жидкостях находится до 10% мурамидазы. Что такое мурамидаза? Где-то 7-8% мурамидазы находится в составе слюны. До 0,4,5 до 1% находится мурамидазы в нашей крови. До 1,5% мурамидазы находится у нас в лимфатической системы. До 17% у нас в эукалитивной жидкости находится половой. Дальше слезные железы выделяют приблизительно 1% мурамидазы. С чем это связано? И даже в поту человека находится до 1% и более мурамидазы. Причем у животных количество мурамидазы в слюне может максимально увеличиваться и достигать иногда там бешеных каких-то уровней, особенно у собак. На сегодняшний день есть исследования, которые говорят, что у детей, у которых развиваются заболевания детские, допустим, педиатрические какие-либо заболевания, неврологические, заболевания психиатрические,
вызванные либо патологиями, либо атовизмами, либо генетическими изменениями. Всегда есть нарушение мурамидазы. То есть ее всегда меньше, чем у обычного человека. Об этом написано огромное количество научных работ. Я считаю, что и онкологические новообразования, и заболевания желудочно-кишечного тракта, и вирусные заболевания, и заболевания иммунитета, такие как заболевания гепатит С, А, Б, герпес, все эти заболевания можно лечить путем введения в организм человека энтерально, перорально, парентерально, назально, каким угодно способом дополнительно мурамидазу. Все это без всяких побочных эффектов способно очень мощнейшим образом и очень быстро улучшить состояние человека. Во-первых, мурамидаза является как бы самым естественным способом и больше всего подходит нашему организму, так как он и способен ее вырабатывать. И любое невырабатывание именно мурамидазы и приводит к появлению и заболеваний желудка, и к изменению микрофлоры желудка, и к изменению состава крови, гомеостазу, и гомеопоэзу, формирования ростков крови эритроцита, и формирование иммунных заболеваний, и формирование заболеваний печени и так далее. Но это открытие, оно известно. На самом деле на сегодняшний день препараты мурамидазы широко применяются в ходе лечения ковид-вируса. И применяются, но считается, что их стоимость достаточно высокая. Но почему высокая? Дело в том, что они при выращивании мурамидазы, используя куриное яйцо, используют обычное куриное яйцо. И поэтому получается неактивная или малоактивная мурамидаза, которая быстро-быстро умирает. Я пошел дальше, и я начал эти яйца выдерживать какое-то количество времени в инкубаторе. Это уже мое ноу-хау. И оплодотворенные яйца, которые выдерживаются определенное количество времени в инкубаторе, количество мурамидазы и активность этой мурамидазы вырастает в десятки тысяч раз. Если взять обычную мурамидазу, количество активных компонентов 7000 единиц на 1 кубический миллиметр, то у такой мурамидазы увеличивается с прибавлением одного и в некоторых случаях 2 ноликов. При этом активность мы выдерживаем еще путем дополнения введения сорбата аскорбиновой кислоты, нитрата аскорбиновой кислоты. Таким образом мы стабилизируем ее, чтобы она не распадалась, и вот в таком виде делаем наш препарат. И из-за этого препарат стал вот таким вот очень мощным. Я могу сказать, что применение данного препарата даже котикам улучшает общее состояние. На моих глазах мастопатия, применение мурамидазы в жидком виде убрало саму проблему мастопатии у женщины, которая кормила ребенка, кормящей матери. Снижение температуры путем применения нескольких капель на 1 столовую ложечку водички ребенка, которому было 2,5 месяца. Конечно, сейчас это шокирует, но поверьте мне, это легче и это экологичнее. Я наоборот, почему я все говорю и говорю открыто об этом, почему? Мне бы хотелось, чтобы нашлись компании, которые запатентируют такие идеи, и в дальнейшем такие экологичные препараты будут в дальнейшем у обычных людей. Пусть это будет доступно. Раз я не могу этого сделать, то пусть будут те люди, которые могут это сделать для людей. Также препарат мурамидаза в нашей компании представлен в виде 3 препаратов. Первый препарат называется Лизоцим Экстра, 1000 действующих клеток. Второй препарат называется Лизоцим Жидкий, который я рекомендую больше использовать для детей. И третий препарат, который называется спрей лизоцимовый для носа. Использовать и первый, и второй, и третий препарат можно совместно. Также хочу сказать, что использование лизоцима в виде таблеток начал проявлять очень необычный эффект, если использовать совместно с силоксом, сорбентом. Почему? Одна из женщин, которая является моим пациентом, начала говорить о том, что у нее начали исчезать жировики на теле, а также начали исчезать папилломы, кандиломы, какие-то новообразования и так далее.
У нее есть диагноз, но я решил больше никогда не озвучивать вслух диагнозы, которые есть у пациентов, которые ко мне обращаются. Поэтому тимолин, ну, возможно, нет. Можете ли вы оглохнуть от тимолина? Нет, скорее всего, нет. А можете ли от осложнений после короны? Конечно, да. Светлана Стрюкова. Андрей Андреевич, мне 52 года. Когда еду в длительные поездки, появляется чувство паники, что потеряю сознание, начинаю задыхаться. В самолете было так же. Очень поможет мой препарат. Данный препарат называется у меня Пастовид. Применяйте его. По 2 таблетки 3 раза в день. Также есть еще один в виде капель для тех, кто не может принимать в виде капсул. Некоторые люди не могут проглотить. Это препарат, который называется Мирмил. Или L-триптофан. О, есть великолепный препарат. Одна женщина написала, что у мамы на фоне расстройства личности, из-за того, что она имеет диагноз, связанный с дегенеративными расстройствами личности и старением, у нее очень тяжелое было состояние. То есть она уже теряется, она не реагирует, считает, что она молодая, там, ну и так далее. Знаете, о чем я говорю. И она говорит, что очень плохо мама себя чувствовала. Она начала давать мой препарат, начала она его давать с Нового года. Этот препарат называется ЛЛС. В этом препарате находится литий. Применение данного препарата наноаквахилата лития и ЛЛС находится лития, не помню, L-триптофан и, по-моему, еще какое-то соединение. И селен. И применение данного препарата для мамы помогло ей вновь начать ориентироваться, улучшило ее общее состояние и так далее. Она говорит, я решила для себя принимать тоже данный препарат. На протяжении нескольких месяцев улучшилось зрение, улучшилась память, улучшилось бодрствование, улучшился сон и процесс засыпания улучшился. Также улучшилось и перестали появляться ночные судороги в икроножном отделе. Очень рекомендую. Также у меня есть знакомый, у которого был поставлен диагноз глаукома, краеугольная, один глаз ослеп, второй глаз видит и так далее. Я этому человеку очень долго советовал различные препараты принимать, но он выбрал для себя сам препараты и сказал, что это ему чрезвычайно помогает. Значит, что ему помогает? И дальше то, что вызывает чуть-чуть улыбку. Он начал принимать соду, 1 чайная ложка на стакан воды 1 раз в день и препарат битулин по 1 таблетке 3 раза в день. И говорит, что проекция зрения расширилась, и вот эти темные пятна, которые были, практически сейчас их нет. Что говорит о том, что гипотетически можно подразумевать, что проявление каких-либо простите, патологических изменений зрения или сетчатки нашего глаза могут быть следствием повышенной кислотности нашего желудка. Юлия Парнюк. Стресс и постоянная тревога, ничего не могу убрать, спасибо. Выключите свет. Наденьте очки черные. Уберите телефон вообще. Когда станет поздно, выходите на улицу, садитесь. И в темноте сидите от 1 часа и больше. После чего перед самым сном 1 столовая ложка сливочного масла и через 1 час 1 столовая ложка меда. Сделаете так на протяжении 10 дней, вот эти состояния исчезнут. Да что ж такое? Поможет мой препарат ЛЛС, L-триптофан. Также вот эти состояния тревоги, как правило, связаны с определенными нейропроцессами. Состояния тревоги обычно связаны с определенными нейропроцессами, как устроено наше сознание и как устроены нейропроцессы. У нас есть определенный отдел мозга, который называется нуклеус аккумбенс, или темное ядро прозрачной перегородки.
наша гуморальная система, она реагирует на, вернее, выделяет определенные аминокислоты для того, чтобы данный отдел мог продуцировать определенные гормоны, которые тоже являются белками. Как это происходит и что происходит? Смотрите, нуклеус аккумбенс, он регулируется за счет циркадных ритмов. Это связано с засыпанием и просыпанием. Также может создавать дофамин, это гормон радости. Дофамин идет рука об руку с адреналином. Когда адреналин попадает вам в нейрон или в щель нейрона, то адреналин попадает совместно с вашим дофамином или допамином. Когда допамин с адреналином попадает в щель, то у вас это формируется и это приведет к бессоннице. Поэтому адреналин и препараты от адреналина — это то, что лечат тревожность и бессонницу. Также вы должны знать, что снижение кислотности желудка приводит к уменьшению дофамина в щелях мозга. Именно поэтому я все время говорю, не пейте алкоголь ни в каком виде. Старайтесь реагировать. Также можно попринимать энтеросорбенты, которые снижают кислотность, и любые препараты, которые могут тоже снижать кислотность. Можно антацидные даже. Там еще есть такой гормон, который называется L-триптофан. Есть гормон, который называется, нейрогормон, который называется окситоцин. Окситоцин связан с тем, чтобы человек мог кого-либо обнимать и имел коммуникацию. Боитесь выйти на улицу, окситоцина не хватает. Боитесь ездить за рулем, окситоцина не хватает. У нас в компании есть препарат, называется окситоцин. Его можно принимать вместе с L-триптофаном. Серотонин. Серотонин напрямую связан с процессом спокойствия, успокоением. И если очень много серотонина у человека, вялость, ему ничего не хочется делать, серотонин активируется за счет половых гормонов. В случае, если у человека есть близость, в случае, если человек кого-либо обнимает, не обязательно интим, обязательно гладить. Вот если гладить человека, то у него выделяется серотонин в большом количестве. Особенно нехватка серотонина на фоне быстрого развития половых гормонов и активного формирования мочеполовой системы происходит у детей с возраста 11 и до возраста 13 лет. Этот процесс обычно называется серотониновым голоданием. И таким детям очень необходимо контакт, то есть таких детей необходимо гладить, выглаживать. Если этого не делать, то у них происходят взрывы, они начинают ко всему миру иметь претензии. Это время, когда дети любят обниматься, поэтому с возраста 12 лет до возраста с 11 до возраста 15 лет дети хотят коммуникации, обнимания, кого-то трогать. Очень хорошо в это время начинать заниматься искусством, живописью и так далее. Здравствуйте, Андрей Андреевич. У мамы УЗИ показало накопление жидкости в брюшной полости. Спасибо большое. Попробуйте принимать мой препарат. Называется он Асцимид. И второй препарат бетаин. Очень хороший препарат бетаин совместно с L-карнитином. Если принимать бетаин, L-карнитин и пикалинат хрома, то 3 эти препараты способны очень быстро снизить вес человека. Итак, будем заканчивать, и я вам скажу, как снизить вес. Вы, наверное, заметили, что у меня уменьшился вес. Как я это делаю? Есть потрясающий способ, в который никто не верит и который никто не хочет услышать. Но вы услышите, я вам расскажу. Это гречка с рисом. Берете гречку, отдельно варите рис, смешиваете между собой. 1-2 раза в день едите, хотя бы 1 столовую ложку. Будете есть 1 месяц, похудеете на 10-15 килограмм, без спорта. Если едите суп, туда столовую ложку этого риса с гречкой. Если салат, туда столовую ложку риса с гречкой.
Что бы вы ни ели, добавляйте рис с гречкой и увидите, как вы похудеете. Имеет ли это объяснение? Да, это имеет определенное объяснение. Но какое, я обещаю вам рассказать на следующем своем вебинаре. Большое вам спасибо за участие. В этот сложный период времени для всех людей во всем мире очень хочется быть полезным и очень хочется быть продуктивным. Именно поэтому я стараюсь максимально помогать вам и читать для вас вот эти семинары. Но вам, скорее всего, недостаточно моего общения на протяжении 1 часа. Именно поэтому я бы хотел вас попросить, пожалуйста. У вас возник вопрос, на который я не успел вам прямо сейчас ответить. Перейдите после окончания данного вебинара в комментарии и напишите свой комментарий в виде своей проблемы. Если вам не хочется и очень стыдно общаться с какой-то проблемой, и вы не хотите, чтобы весь народ это видел, не хотите пускать это на обсуждение, то дайте мне контакт на любую социальную сеть, где я могу с вами связаться. Я или мой помощник, который зовут Марина, которая является доктором с опытом больше 28 лет, у которой муж является просто знаменитым кардиологом, и она является знаменитым терапевтом, причем много лет посвятившая работе нашей традиционной медицине, и является моим помощником. Я или она свяжемся с вами и поможем вам не только выбрать правильный препарат, а еще и подобрать правильное лечение, дать свои рекомендации и дать вам конкретную, и помочь хотя бы хоть какими-то своими силами создать для вас помощь. Конечно же, ответить на вопросы все невозможно, так как вопросы добавляются. Нас все больше и больше, и вопросов становится все больше и больше. Я желаю вам всем счастья и здоровья. Пишите ваши вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Или пишите вопросы и сразу же пишите, как с вами можно связаться. Почему? Если вы будете просто комментарий писать, то в тот момент, когда я вам отвечу, этот комментарий упадет вниз. И вы потом его не сможете найти. Даже если я вам отвечу. И получается зря потраченное время. А если вы напишите, допустим, свой телеграм-адрес, или свой вайбер, или свой WhatsApp, то мы сможем, или сигнал, или какую-либо еще социальную сеть, да даже Инстаграм, то мы попробуем, так и пишите, вайбер такой-то, Инстаграм такой-то, телеграм такой-то. И мы постараемся, всеми силами постараемся вам ответить и помочь вам с разрешением этого вопроса. Я желаю вам здоровья и счастья, да, собственно говоря, и любви. До свидания. С вами был Андрей Дуйко. А как известно, если человеку плохо и нелегко, вам поможет Андрей Дуйко. До свидания, друзья.